Всем привет, с вами Алекс Моторный. На связи Харьков. На канале, как всегда, главные новости, события города, коротко, четко и по делу. Если вы хотите быть в курсе новостей, чувствовать пульс города и видеть, как он меняется, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Это помогает нам делать еще больше полезного контента для вас. Но вначале о том, что произошло буквально вчера, 26 декабря. По Харькову ударили бомбой у МПБ-5. Попадание было зафиксировано в Шевченковском районе города около 15 часов 50 минут. Погибли двое мужчин. Один из них был за рулем. Взрывной волной его автомобиль отбросило на несколько десятков метров. Второй погибший – работник СТО. Еще 6 человек получили ранения, среди них 9-месячная девочка. Повреждены СТО, автомобили, выбиты окна в многоквартирных домах. Було влучання, це були два каба. Перший каб – це Шевченківський район міста Харкова, другий каб – це теж влучив в проїжджу частину Шевченківського району міста Харкова. Поряд проїжджала автівка. На жаль, ми на теперішню годину маємо двох людей, які загинули в результаті цього влучання. Крім цього, маємо 5 поранених людей. Що стосується житлового фонду, то 20 домов було пошкоджено. Крім цього, 4 дахи. Дуже таке серйозне пошкодження. Пошкоджено газопровід. Крім цього, пошкоджена мережа, яка заживлює трамвайну наш. Зараз будуть працювати наші комунальні служби для того, щоб усунути, бо погода дуже прохолодна, і будемо працювати всю ніч для того, щоб закрити контура, відновити дахи. Як ви оцінюєте перед Новим роком такий обстріл? Просто у вулиці, як можна з людської точки зору? Знаєте, я хочу сказати, що це не людяність, по-перше за все. Крім цього, незважаючи на це, що напередодні Нового року, чи просто коли б'ють по цивільним об'єктам, по цивільній інфраструктурі, коли гинуть люди, коли люди поранені, то це справжній тероризм. Ну, как мы на частном секторе, когда Деркачевская делает, да? Чтобы документы, чтобы вы деньги получили. Мы расскажем. Хорошо? А можно с вами сфоткать? Вот. Не-не-не, вот насчет вот этой вот. Ну пошли я зайду. А иди. – 25 декабря в Харькове открыли первую в городе пешеходную улицу. В самом сердце Харькова окончена реконструкция Лопанской набережной. Здесь коммунальщики установили новые скамейки, высадили кусты и деревья, обустроили зеленые зоны и систему освещения. Ранее на этом месте находилась заброшенная территория заброшенного кафе и чаша старого фонтана. Набережная открыта специально к рождественским и новогодним праздникам, поэтому сейчас здесь установлена украшенная елка и праздничные фотозоны.
Парад рождественских трамваев состоялся в центре Харькова. Украшенные гирляндами вагоны можно было увидеть на проспекте Героев Харькова. Именно в связи с мероприятием участок от площади Конституции до Харьковской набережной временно закрывали для транспорта. На параде побывал мэр Игорь Терехов. Он рассказал, что в целом к зимним праздникам в городе украсили иллюминацией 18 трамваев. Здрасте. Вот же Традицию украшать трамваи к праздникам Харьков позаимствовал от европейских городов. В конце 2024 года по Харькову курсировали 10 праздничных трамваев. В этом году их больше. Вагоны украсили праздничными гирляндами. Трамваи с иллюминацией курсируют по многим маршрутам. В минулому році ми перший раз таку акцію робили, і дуже харків'янам було приємно, і потім вони йдуть по маршрутам. Того року ми прикрасили 10 трамваїв, в цьому році ми 18 трамваїв, в наступному маємо надію на багато більше прикрасити. Це настрій людей, настрій харків'ян, і це наша незламність. В последний день 2025 года жители и гости Харькова смогут посетить экскурсию в трамвае в праздничном наряде. Правда, это будет не старинный вагон, уничтоженный россиянами, а обычный. Харьков – единственный город в Украине, где существовал и был на ходу целый парк старинных трамваев – Аннушка и МТВ-82. Аннушка, к счастью, жива и почти здорова, и мы еще увидим ее на улицах. А вот МТВ, наш любимый трудяга, тяжелый, громкий и неутомимый, погиб. По Салтовскому шоссе был прилет. Попали, но экскурсия состоится. Поговорим о том, как праздновали Рождество и Новый год на Слобожанщине. Вспомним традиции и перемены. Сообщили организаторы тура в телеграм-канале «Транспорт Харькова». Новогодний экскурсионный трамвай отправится с центрального вокзала 31 декабря в 13 часов. Стоимость экскурсии 400 гривен. И да, дождались. 26 декабря в Харькове выпал снег. Что дальше? Синоптики регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на январь 2026 года в Харьковской области. Ожидается, что во второй месяц зимы среднемесячная температура воздуха может составлять 6,1 градуса мороза. При этом климатическая норма 4,6 градуса с отметкой минус. А вот количество осадков в январе ожидается в пределах климатической нормы 42 мм. А вот будет ли снег на Новый год в Харькове? Синоптик озвучила прогноз. Вероятность снега в Харькове и области 31 декабря около 10%, рассказала медиагруппе «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии Инна Кандаурова. По словам синоптика, на новогодние праздники в регионе будет морозно. Ночью у нас будет слабый минус, днем слабый плюс. Но все равно можно сказать, что погода будет морозной, а снега ожидать не стоит. То есть может быть небольшой снег, но таких снегопадов, как мы привыкли еще несколько лет назад, не ожидаем. Отметила Кандаурова и добавила, что ближе к 31 декабря будет более точная информация, ведь Центр делает прогнозы только на 5 дней вперед. Активисты гражданской организации «Деколонизация Украина» подняли вопрос о памятнике Людмиле Гурченко и мурале в ее честь в Харькове. Глава гражданской организации Поздняков заявил, что хотя актриса родилась и выросла в Харькове, но работала в Москве, а ее творчество связано с русско-советским контекстом. По его словам, в городе остаются и другие дискуссионные объекты, к которым он отнес, например, памятник Владимиру Высоцкому возле Дворца спорта. 49 детей родилось в городе Харькове с 18 по 24 декабря. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, среди новорожденных 19 мальчиков и 30 девочек, в том числе двойня девочки.
Всего с начала войны в Харькове появилось на свет 10 049 детей.